Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил устроить для вас квиз, а квиз этот будет по разным звукам, которые делают русские люди. Эти звуки могут означать животных, эти звуки могут означать что-то, что происходит в нашей ежедневной жизни. Зная эти звуки, вы сможете лучше понимать русский язык и русскую культуру. Ну что, вы готовы? Поехали! Как мы будем это делать? Сначала я скажу вам этот звук, потом я дам вам некоторое время, вы попытаетесь угадать, что это значит, а потом я скажу вам ответ. Вы можете записывать это. Например, если я скажу какой-то звук, и вы думаете, это звук собаки, так делает собака, или так делает кошка, или что-то еще, вы можете записать на бумагу, и потом можете написать в комментариях, сколько вариантов вы получили правильно, а сколько неправильно. Итак, первое. Буль-буль. Буль-буль. Время пошло. Итак, буль-буль – это звук кипящей воды. Когда вы готовите суп на кухне или когда вода у вас кипит в кастрюле, тогда происходит этот звук буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так что запомните буль-буль. Следующий звук – гав-гав. Гав-гав. Время пошло. Гав-гав говорит собака. Да, каждый раз, когда мы видим собаку, и она начинает лаять, русские люди говорят гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав. Да, то есть собака издает такой звук. Я очень не люблю, когда мои собаки гавкают, и они делают это почти каждый день. Это очень громко и меня очень сильно раздражает. Следующий звук такой. Кап-кап. Кап-кап-кап. Что это значит? Кап-кап – это тоже звук воды, но не в кастрюле, а когда вода падает сверху вниз. Да, делается такой звук. Кап, 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 кап. То есть, когда, например, вы не закрыли кран хорошо, и из него капает вода, происходит звук кап-кап. Следующий звук ква-ква. 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 Что это? Ква-ква говорит лягушка. Да, лягушки в России делают такой звук ква, ква, ква-ква. Вот, каждый раз, когда я слышу лягушек, я всегда думаю, о, лягушки квакают. Вот, это очень классно. Я люблю лягушек, у меня в саду живет много лягушек. Следующий звук трень-брень. Трень-брень, трень-брень. Что же это значит? Итак, трень-брень – это звук, который издает гитара или другие струнные инструменты. Когда мы играем на гитаре, мы делаем трень-брень, трень-брень. У меня есть гитара, но я не очень часто на ней играю. Но также можно сказать бренькать, такой глагол. Да, трень-брень, то есть бренькать на гитаре, значит играть не очень серьезно. Следующий звук – кря. Кря-кря. Кря-кря. Кто это? Что это? Итак, кря-кря – этот звук издает утка. Да, кря-кря, кря-кря-кря-кря. Русские утки говорят только кря. Я тоже очень люблю уток. У меня нет уток, у меня есть только собаки и кошки,
Но я бы очень хотел в будущем иметь уток, иметь большую ферму, вот, где будут жить утки и будут у меня каждый день крякать. Кря-кря. Следующий звук — пи-пи-пи. 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 Что это значит? Итак, пи-пи-пи издает тоже животное, но не утка. Это мышь или маленькая мышка. Когда мышка, она бежит, она говорит пи-пи-пи-пи-пи-пи, да, пи-пи-пи. Вот, поэтому русские люди всегда, когда слышат мышь, они говорят: «О, мышка пикает», да, она пи-пи-пи, как Пикачу, он тоже пикает. Следующий звук такой: ту-ту, ту-ту. Как вы думаете, что это значит? Ту-ту, конечно же, это поезд. Когда поезд едет, он делает ту-ту, ту-ту. Если вы угадали, вы молодец. Это очень похоже как по-английски, да? Чу-чу, ту-ту. Вот. Я не очень часто катаюсь на поезде, и особенно на таком, который делает ту-ту. Я думаю, это только старые поезда, паровозы так делают. Но современные поезда не тутукают. Однако слово до сих пор осталось. Следующее слово — тыгдык. Тыгдык, тыгдык, тыгдык. Очень необычное слово. Как вы думаете, что это за звук такой? Итак, тыгдык — этот звук издает лошадь или любое другое большое животное, когда оно бежит. Да, оно тыгдык, 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 тыгдык. Мы часто говорим про кошек, когда мы идем спать, ложимся, начинается тыгдык. То есть кошки начинают бегать по всей комнате, начинают прыгать, скакать, например, по мне, по моей жене, и происходит такой тыгдык, тыгдык, тыгдык. Следующее слово — тяф. Тяф-тяф. Тяф-тяф. Тяф-тяф — это тоже издает звук собака, однако это особенный вид собак. Когда мы говорим гав-гав, мы подразумеваем такую обычную большую собаку, она может быть злая, гав-гав-гав. Но когда мы говорим тяф-тяф, то обычно это маленькая собака, и она очень высоко, ее голос очень высокий, и она тяф-тяф-тяф-тяф-тяф, тяф-тяф-тяф-тяф, да, делает такой звук. Обычно это называют ее тявка, эту собаку. Значит, что она очень так громко гавкает, и, обычно это очень маленькие собачки, и людям не нравятся такие собачки. Обычно. Следующий звук такой: чмок. Чмок. Что же это? Итак, чмок — это такой звук. Чмок. То есть, когда люди целуются, они чмокают. Вот, можно чмокнуть кого-то в щечку, вот так, значит поцеловать в щечку. И каждый раз, когда кто-то целует кого-то в щеку или в губы, происходит звук чмок. Следующее слово — курлык. Курлык, курлык. Что это за звук? Итак, курлык издает птица, а именно обычно мы говорим про голубя. В городах России очень много голубей, и когда мы видим голубей, мы можем сказать, что они издают этот звук курлык, 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 курлык. Вот. Не знаю, насколько это правда. Скажите, в ваших языках такие же звуки или нет для голубей? Очень необычный звук, но так русские люди говорят про голубей. Следующий звук такой шмык. Шмык-шмык. Что же значит шмык-шмык? Шмык-шмык — это то, как люди делают носом, то есть вот так.
То есть, когда кто-то делает так, он шмыгает носом. И, как правило, люди в России не любят, когда кто-то шмыгает носом, и они говорят: лучше возьми платочек и нормально высморкайся, чем шмыгай. Да, люди не любят, когда кто-то шмыгает. Следующий звук — тук-тук. Тук-тук. Что это? Итак, тук-тук — это звук, который мы издаем, когда мы стучим по дереву. Вот так. Тук-тук. Кто там? Да, то есть, когда кто-то стучится в дверь, он делает звук тук-тук. И последний звук на сегодня — это кис-кис. Кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис. Что это? Кис-кис говорят русские люди, когда хотят подозвать к себе кошку. Когда вы видите кошку на улице, или даже ваша кошка, и вы хотите, чтобы она к вам подошла, вы говорите кис-кис. Так, кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Нужно очень быстро говорить кис-кис-кис-кис-кис. И тогда, может быть, русские кошки вас поймут и к вам подойдут. Ну, это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было познавательным и интересным. Напишите в комментариях, сколько вариантов ответов вы получили правильно. А также для этих ситуаций, которые я сегодня описал, какие звуки есть в ваших языках. Напишите в комментариях, я думаю, нам очень будет интересно узнать об этом. И, конечно, не забудьте, если вы хотите поддержать мой проект, я недавно уже говорил в посте вот здесь, что я был заблокирован на PayPal. К сожалению, это случается, но я все равно принимаю пожертвования на Патреоне. И это будет очень классно, если вы поможете поддержать наш проект, наш канал. А также можете сделать это на сайте Buy Me a Coffee вот здесь. Это все на сегодня. Спасибо, друзья. До скорого и пока-пока.